Всем любителям творческого и прекрасного привет! С вами я, Ксения Назарова. И сегодня в своем видеоуроке хочу показать вам летние резиночки милейших оттенков, нежнейших, из репсовых лент. Если вам понравились мои идеи, поставьте, пожалуйста, лайк. Давайте дальше пройдем на видеоурок, я вам все подробно расскажу, как сделать эту красоту. Итак, друзья, для того, чтобы сделать вот такую клумбочку на резиночке, нам понадобятся сегодня репсовые ленты шириной 1,5 сантиметра, двух цветов. Розовая ленточка для цветочков и для листиков нежно-зеленая лента в белый горошек. Вы можете взять свои цвета. Также кружок из фетра диаметром 2,5 сантиметра, иголка с ниткой, ножницы, пинцет, зажигалка, тычинки для цветочков, бесшовная резиночка и термоклей. Каждый цветочек состоит из 3 лепестков. Для каждого лепесточка нам понадобится отрезок розовой репсовой ленты шириной 1,5 сантиметра, а длиной 6 сантиметров. 3 отрезочка я подготовила. Теперь мы складываем пополам отрезок ленты и, отступив от нижнего правого края несколько миллиметров, делаем срез. Место среза обрабатываем огнем зажигалки. Вот что должно у нас получиться. То же самое сделаю с 2 оставшимися отрезками. Складываю пополам. Срезаю и приплавляю зажигалкой. Вот что должно у нас получиться. И теперь возьмем иголочку с ниткой и подготовим сами лепесточки. Для этого разворачиваем лепесток вот таким вот образом и прошиваем по вот этому краю. Как бы дугой получается. Нам нужно прошить этот лепесточек и собрать на нить. Закрепила ниточку и маленькими стежками вот таким вот образом и собираю на нить и закрепляю ниточку.
Один лепесточек готов. Разворачиваю лепесток, прошиваю. Для одного цветочка нам понадобится 3 лепестка, они готовы. И в серединке у нас будут тычинки такого приятного лавандового цвета. Скрепляю тычинки при помощи термоклея. Сначала соединю между собой 2 лепесточка, также при помощи горячего клея. Наношу капельку клея, в серединку помещаю наши тычинки и прикрываю 3-м лепесточком. Я уже сделала 3 таких цветка, в каждом по 3 лепесточка. И теперь будем делать саму клумбочку. Перед тем, как прикреплять сами цветочки к основе из фетра, к кружочку, я пришью эту основу к самой резинке при помощи иголки и нитки.
Цветочки готовы. Теперь из репсовой ленты зеленого цвета сделаем 3 листочка. Для этого я взяла отрезок репсовой ленты длиной 8,5 сантиметров и, складывая отрезок пополам, лицевой стороной внутрь, если она у вас есть, у меня здесь есть принт горошек, складываю пополам лицевой стороной внутрь и делаю срез для нашего листочка. От края я отступила примерно 1,5 сантиметра. Обязательно приплавляем льняные зажигалки. Вот такой лепесточек, листик у нас получился. Можно сфиксировать его, поставив маленькую капельку клея, развернуть листочек. Все элементы нашего украшения готовы, и осталось только совместить их между собой. Склею между собой сначала 3 цветочка. Лишние веревочки от тычинок я срезаю. И приклеиваю зеленые листики между наших цветочков. Итак, наши резиночки готовы. Если вам понравились мои резиночки, ставьте, пожалуйста, лайк. Я всем желаю творческих успехов. И прощаюсь с вами до новых творческих встреч. Пока-пока.